Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство с воспоминаниями генерал-майора ВАФ-НСС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. 19 июня я получил приказ разведать дорогу. На заре мой авангард продвигался через лесистую и холмистую местность, расчищая себе путь огнем пушек и пулеметов. Отставшие французские части опять попытались создать оборонительный рубеж, чтобы выиграть время. Эти попытки нас уже не сильно беспокоили. У нас была только одна цель – наступать дальше на юг. Фланги стали не важны. Мы двигались по дорогам, подобно огнедышащему дракону. Останавливаться было нельзя. Огонь велся только из боевых машин и мотоциклов на ходу. Наше наступление начинало походить на дикую охоту. Около 10:30 мы достигли небольшой возвышенности и посмотрели вниз на Сен-Пурсен. Я двигался с передовым отрядом и видел, как французские солдаты изо всех сил старались воздвигнуть на дорогу баррикаду у входа в город. Местность по обеим сторонам дороги была открытой, и дорога на протяжении примерно 800 метров в направлении Сен-Пурсена шла под уклоном. Это неблагоприятные условия местности мешали правильной атаке, поэтому я решил застать французов врасплох и захватить их позиции молниеносной атакой. Для этой внезапной атаки я выбрал передовое подразделение под командованием оберштурмфюрера СС Кнителя. Я велел остальным солдатам атакующего взвода следовать сотни метров позади и обеспечивать передовому отделению прикрытие огнем. Французы все еще понятия не имели, что мы уже так близко подошли к Сен-Пурсену. Они спокойно собирали всякий подручный материал, чтобы забаррикадировать въезд в город. Внезапно для французов наш первый мотоциклист с коляской скатился с холма и как молния выскочил на дорогу, стреляя на ходу. Остальные мотоциклы на полной скорости последовали за ним. Бронемашины следовали по обеим сторонам дороги и вели огонь из своих 20-миллиметровых автоматических пушек, расчищая путь наступающим мотоциклистам. Минометы били на ходу. Всего за несколько секунд развергся ад. Я поспешил за передовыми подразделениями и увидел бегущих и перепуганных французских солдат, охваченных паникой, выбегавших из домов на улицу. Бешено жестикулирующие офицеры напрасно пытались заставить своих солдат сражаться. Потрясение было слишком велико, и эффективная оборона была уже невозможна. Только пули от отдельных винтовочных выстрелов свистели над нашей головой. За короткое время во французской баррикаде была пробита брешь, достаточно широкая для того, чтобы мы могли проехать. Здесь французами была установлена 75-миллиметровая пушка, но ее расчет так и не успел открыть огонь. Так быстро действовали наши передовые подразделения. Однако первое замешательство противника прошло, и дальше продолжать атаку на машинах было нецелесообразно. Мы наступали теперь по обе стороны от дороги, в пешем боевом порядке. Свернув на главную улицу города, мы были встречены интенсивным пулеметным огнем, который заставил нас поостеречься. Но нам нельзя было дольше задерживаться. Атаку нужно было проводить как можно скорее, чтобы не дать взорвать мост, находившийся на дальнем конце города. Передовой взвод перебежками устремился к мосту. Французские пленные побежали назад, стараясь покинуть опасную зону. В 50 метрах от моста командир штурмовой группы оберштурмфюрер СС Книтель был ранен в бедро и едва успел укрыться за большим вязом, до того, как вокруг нас полетели обломки взорванного французами моста. Как только немного рассеялся дым, нас встретил яростный огонь французской пехоты. Противоположный берег реки Сьюль был несколько выше, что создавало прекрасные условия для обороны. В сложившейся обстановке мы оставались на занятом рубеже. И я попросил следовавший за нами батальон миновать Сен-Пурсен и попытаться захватить мост через реку Сьюль примерно в 12 километров к югу. Тем временем за взорванным мостом противник чувствовал себя в безопасности и понятия не имел, что его полный разгром – вопрос ближайшего времени. В 14:20 Йохан Пайпер, командир роты авангарда 3-го батальона лейбштандарта Адольф Гитлер, направил донесение о том, что переправа через Сьюль завершена. В довершение в плен была захвачена рота противника со всей военной техникой. 3-й батальон лейбштандарта был успешно переправлен через реку и брошен в атаку на Сен-Пурсен. Батальон атаковал французов с тыла и смог завершить бой без больших потерь. Мой авангард вышел из Сен-Пурсена и преследовал противника до Ганы. К 16:00 Гана была взята без боя, и мы стали проводить разведку в направлении Виши. Мощные завалы из деревьев на дороге Гана-Виши не давали нам выполнить задачу до наступления ночи. Незадолго до того, как достичь Виши, мы застали врасплох остановившуюся артиллерийскую часть. Ее устаревшие грузовики не смогли подняться на крутой холм. Пушки, очевидно, остались еще с Первой мировой войны и, конечно, мало на что годились.
Вероятно, до этого они находились на консервации где-нибудь на складе. Мотострелковая рота, успешно, не понеся потери, разоружила французов и отправила их пешим строем обратно в Гану. Деморализованный французский офицер стоял на дороге, мрачно взирая на пушки. Я увидел, что по его щекам лились слезы. Он, запинаясь, проговорил: «Какой стыд! Солдаты Вердена не должны были позволить такому случиться». Мы обнаружили, что мост через Алье цел, и установили контакт с германскими войсками, занявшими Виши. 19 июня были взяты в плен 17 офицеров и 933 солдата. Все пленные выглядели измотанными и деморализованными. 29 июня 2-й батальон лейбштандарта Адольф Гитлер вышел к городу Клермон-Ферран и захватил на аэродроме 242 самолета различных типов. В наших руках оказалось 8 танков, множество машин и другой техники. Кроме того, батальон взял в плен генерал-майора, 286 офицеров и 4075 солдат. Взятый в плен сразу после начала атаки в Пон-дю-Шато французский капитан вызвался быть парламентером. Несмотря на свой белый флаг, он был убит выстрелом французских солдат, когда поравнялся с позициями французов, чтобы просить о сдаче так называемого открытого города. 23 июня наш авангард двинулся в направлении Сент-Этьена и в 2 километрах к северу от Лафьюз попал под беглый огонь из-за баррикад на дороге. Передовое подразделение въехало в подлесок по обе стороны дороги и попыталось разведать подход к дальнему концу баррикад. Я двигался вдоль рва со 2-м отделением и едва миновал противотанковое заграждение, как начался интенсивный обстрел, и из-за баррикады выкатился танк. Он двигался по открытому пространству, ведя огонь. Мы, как кролики, забились на дно противотанкового рва и смотрели на надвигающуюся стальную громадину. Ни живы, ни мертвы. Мы смотрели, как гусеницы надвигаются все ближе и ближе к краю, и, казалось, соскользнут вниз, в бетонированный ров. Наконец танк остановился прямо перед нами, перед самым скатом рва. Танки наша противотанковая пушка завязали дуэль на расстоянии всего 20 метров друг от друга. Противотанковая пушка выстрелила первой, и после звонкого удара мы услышали пронзительный свист срикошетившего снаряда. Но и второй снаряд не пробил броню танка. Она оказалась слишком толстой для снарядов нашего 37 миллиметрового орудия. Мы видели, как танк покатился прямо на противотанковую пушку и выстрелил в упор по орудийному расчету. Не дойдя всего несколько метров до уничтоженного орудия, танк развернулся и вернулся за баррикаду. Мы с облегчением увидели, что второй снаряд заклинил башню танка, и экипаж уже не мог должным образом наводить пушку. К сожалению, 3 истребителей танков из расчета противотанковой пушки были убиты. Они стали последними из наших солдат, погибших во французской кампании 1940 года. С позиции передового подразделения мне были видны в общей сложности 6 танков противника, скрывшихся за заграждениями. Они были ветеранами Первой мировой войны, которых построили для планировавшегося и несостоявшегося наступления 1919 года. Они ни разу не участвовали в боевых действиях. Спустя полчаса танки были вынуждены отступить под снарядами наших 150 миллиметровых орудий. Дорога на Сент-Этьен была открыта. На следующее утро 1-й батальон полка лейбштандарт Адольф Гитлер вошел в город и взял в плен еще несколько сотен французов. В 21:45 24 июня мы узнали, что между Италией и Францией заключено перемирие. Хотя перемирие между Германией и Францией было подписано за 2 дня до этого, 22 июня. Боевые действия во Франции закончились. Было ли это концом войны? Соглашением о перемирии была установлена демаркационная линия, и 4 июля нам пришлось отойти с занятой территории к северу. Затем наш полк был передан под командование 12-й армии и ранним утром отбыл в Париж. Мы должны были принять участие в предстоящем параде. Несмотря на поражение, которое потерпела французская армия, французское население было довольно приветливо. Незадолго до того, как достичь Парижа, мы узнали о потоплении или захвате большей части французского флота британскими кораблями в портах Оран, Дакар, Александрия и других. Это глубоко потрясло французов. Никогда прежде и никогда потом я не видел так много плачущих людей, как тогда во Франции. Действия Черчилля рассматривались не как военная акция, а как преступление. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.